Приготовьтесь. Извращение природы. Человек, если можно его так назвать, от которого даже сам Бог отвернулся. Такой грустный. Гляньте на него. Если на вас навалились неприятности, сдаваться нельзя. Вы не должны рассматривать даже гипотетическую возможность отступления. Человек, если можно его так назвать, от которого сам Бог отвернулся. Прекрати, почему ты мне это говоришь? Потому что ты в это поверил. Но если бы ты смог увидеть, как красота рождается из пепла. Конечно, можно отказаться от одного пути в пользу другого, более многообещающего. Но это совсем не то, что сдаться вообще. Как только вы вообразили возможность отступления, вы пропали. Дело сделано. Но вы также не должны торопиться, не должны беспокоиться по пустякам, не должны впадать в отчаяние и никогда не должны останавливаться. Но они не такие, как я. Да, у тебя есть преимущество. Чем сложнее борьба, тем величественнее победа. Таков образ мышления, приводящего к успеху. Доброго времени суток, вы на канале КПД, с вами Дмитрий Паршуков. Если вы попали сюда случайно, то поставьте видео на паузу и обязательно подпишитесь на этот канал. Здесь вас ждет много полезной информации. Можно раз за разом наступать на одни и те же грабли. И это определенно не признак большого ума. Конечно, люди совершают незначительные ошибки всегда и везде, но, к сожалению, они на них не учатся. Они не прислушиваются к голосу разума, не замечают проблем, на которые указывает неудача. Ошибки не делают их лучше. Тупоголовые и неспособные меняться, эти люди слишком эгоцентричны, чтобы понимать, что мир не станет с ними спорить, переубеждать их или терпеливо объяснять им ихние ошибки. Мягкотелые тугодумы, они слишком зашорены и эгоистичны, чтобы учиться на неудачах. Пришло время понять, что каждой новой ошибкой и каждым новым действием мир пытается нечто сообщить вам. Это и есть обратная связь. Вам даются исчерпывающие инструкции для совершенствования. Мир пытается вывести вас из состояния невежества. Он пытается чему-то вас научить. Прислушайтесь к нему. Уроки оказываются тяжелыми только в том случае, когда вы оказываетесь глухими к учению. Поэтому не будьте глухими. Способность видеть и понимать мир таким образом входит в число навыков, позволяющих нам преодолевать препятствия, делать негативное позитивным, превращать в возможности то, что иначе оказалось бы разочарованием. Неудачи указывают нам путь, показывая, куда нам не следует идти. Процесс предоставляет нам возможность движения. Он словно говорит нам: хорошо, перед вами стоит трудная задача. Не сосредотачивайтесь на трудностях. Разбейте задачу на части и просто делайте то, что вам необходимо делать именно прямо сейчас. Делайте это старательно, а затем переходите к следующей части, к следующей части. Сосредоточьтесь на процессе, а не награде, которая ждет вас впереди. Вам необходимо превосходство. Превосходство – это способность показывать высокие результаты на каждом из шагов. Вы показываете его на одном шаге, на втором, на третьем и так далее. Сосредоточенность на процессе, о котором я вам говорю, состоит именно в этом. Это существование в настоящий момент, способность сделать один шаг за другим, умение не отвлекаться ни на что другое. Например, в спорте вы не обращаете внимания на действия другой команды, ни на счет на табло, ни на публику. У вас есть своя цель, и вы идете именно к ней. Процесс подразумевает завершение любой, самой незначительной задачи, стоящей перед вами и требующей успешного выполнения. Этот подход эффективен в любых обстоятельствах, будь то стремление к вашим вершинам успеха в вашей сфере деятельности или же переживание ужасного какого-либо события. Не думайте о том, что вас ждет в конце. Думайте о том, как пережить текущий момент. Живите от обеда к ужину, от перерыва к перерыву, от одной контрольной точки к другой, от зарплаты до зарплаты, и так день за днем. И когда вы этому научитесь, то сможете справиться даже с любой, самой сложной задачей.
поскольку сосредоточенность на процессе расслабляет. Погрузившись в процесс, вы не паникуете. Даже огромные проблемы, разбитые на части, становятся простыми сериями посильных задач. Мы делаем вдох, выполняем текущую часть задачи и переходим к следующему действию. Все составляет определенную последовательность. Все связано. Для наших действий беспорядок и потеря сосредоточенности означает смерть. Беспорядочный разум теряет из виду стоящие перед ним задачи. Именно то, что имеет значение в настоящий момент. И уносится мыслям в будущее. Процесс же подразумевает порядок. Он держит в узде наше восприятие и синхронизирует наши действия. Казалось бы, все так просто. Но мы забываем об этом именно в тот самый момент, когда это нужнее всего. Если прямо сейчас кто-то собьет вас с ног и прижмет вас к земле, как вы будете реагировать на это? Вероятно, запаникуете. А затем изо всех сил постарайтесь освободиться. Но это не возымеет никакого действия. Навалившись всем телом, он сможет без труда удерживать ваши плечи прижатыми к земле. А вы только напрасно потеряете силы. Подобное действие противоположное сосредоточенности на процессе. Есть гораздо более легкий путь. Прежде всего, не паникуйте. Так вы сохраните свою энергию. Если вы будете действовать бездумно, он просто вас придушит. Вам нужно поступать обдуманно. Сосредоточьтесь на том, что вам необходимо не ухудшить свое положение. Затем вы каким-то образом попытаетесь поднять руки, напрячься и немного оттолкнуть нападавшего, создав небольшое свободное пространство. Теперь вы уже сможете вдохнуть посвободнее. После этого постарайтесь перевернуться на бок. Из этого положения вы уже сможете начинать вырываться. Схватите его за руку, зажмите ногу, упритесь бедрами, подтяните колени к груди и постарайтесь его оттолкнуть. Задирает голову влево, глуховат на правое ухо. Первый удар туда. Второй в горло, парализовать голосовые связки, чтобы не закричал. Третий, наверняка пьяница, удар по печени. Четвертый, заключительный, волочит левую ногу в коленную чашечку. Борьба займет некоторое время, но вскоре вы освободитесь. Надо отвлечься. Потом блокировать джеб. Кросс в левую щеку. Гнать по ушам. Приглушенный, он начнет размахивать руками. Блокировать локтем. Нанести удар в корпус. Выбить челюсть. Удар пяткой в диафрагму. На каждом этапе удерживающий вас человек будет вынужден немного подаваться назад, отступать, пока вы наконец не вырветесь. И теперь вы свободны, благодаря сосредоточенности на процессе, поэтапному выполнению разумных действий. Оказаться в ловушке может каждый, но это только временная ситуация, это не судьба. Вам не следует пытаться вырваться одним движением, прикладывая сверхчеловеческие силы. Помните, что вы выбираетесь из ловушки, высвобождаясь постепенно, с помощью небольших последовательных действий. Сегодня вы станете свидетелями того, как храбрейший человек бросит вызов смерти, поднимется на 25-метровую вышку и прыгнет в бассейн с водой. На этом все. Обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать полезную для вас информацию. Поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями. Будьте здоровы и до новых встреч!